Друзья, сегодня поговорим на кухне, потому что я в Нижнем Новгороде, и завтра открытие моей персональной выставки в галерее «Луна». Звездинка 10Б. Приезжайте, прилетайте, пообщаемся и покажу вам свои новые работы. Замечательный город, уютная галерея и очень приятная хозяйка, которую зовут Ксения. Открытие 16 ноября в 18:30, и в 19:30 я запланировал прямой эфир с места события. Я покажу на видео то, что привез в галерею, и представлю вам Кристину. Кристина – один из организаторов «Арт-Мир». Это ярмарка искусств в Нижнем Новгороде, которая в этом году пройдет в феврале, в конце января, с конца января по начало февраля. И я принял решение после сегодня общения с Кристиной. Мы пообедали, поужинали в ресторане. Я увидел ее горящие глаза, и как ей интересно то, чем она занимается, как она любит живопись. Я принял решение участвовать в этой ярмарке. Она обещает быть интересной. Попишу на стенде. Там, кстати, будет сцена. Будут костюмированные модели. Можно будет и пописать картину. Напомню вам, что сейчас до, по-моему, 5 или 3 декабря продолжается выставка «Современный русский импрессионизм» в Москве. Арт-пространство «Коробка». Так что приезжайте, там очень много хороших работ, хороших художников. Мои работы там тоже экспонируются, можете туда съездить. Вчера я провел вебинар на тему живопись натюрморта, и первое занятие было посвящено компоновке, рисунку натюрморта. Это очень важный момент. И даже если вам кажется, что сложновато, не осилю, когда-нибудь потом, то я предложил бы не откладывать на потом то, что хочется делать сейчас. Если вам действительно хочется рисовать, научиться, если не все получается, если есть неуверенность, или получается как-то не так профессионально, как хочется видеть, то натюрморт – это некая возможность сначала его порисовать вот на этом вебинаре, то есть изучить, как это в перспективе, все эти предметы, я не знаю, стоят они на столе или падают, валятся. То есть нужно, чтобы эта чашка, стакан была в пространстве стола, а не как-то еще, ваза там и какие-то еще предметы, чтобы тени в нужное место шли, чтобы по пропорциям они были все найдены. От апельсина в этом направлении, от вазы в этом направлении. Так вот, рисунок в этом смысле очень важен. И на вебинаре, который будет доступен до 17 числа ноября включительно, посмотрите его и примите решение о покупке всего курса с серьезной скидкой в пользу того, чтобы изучить на основе натюрморта тональное видение, видение тона. Вы же сможете писать что угодно, не обязательно этот натюрморт. Если вы, например, пишете портрет, так он же будет в любом случае, этот портрет, в какой-то среде. Значит, вы должны писать, научиться писать натюрморт, потому что, не на голой же стене, я не знаю, писать этот портрет. Приятно, когда есть какие-то предметы вокруг модели, которые определенным образом характеризуют, делают насыщенный этот мотив. И те, кто не любит рисовать натюрморты, я хочу влюбить вас в них. Я тоже не любил рисовать, писать. Но когда познакомился, я не знаю, с работами Коровина, который так обожал цветы, что как только их видел, сразу покупал.
тащил домой и писал. Ну, цвет потому что. А если еще на солнце, это вообще... И, кстати, этот натюрморт, который на этом мастер-классе, ну, на этом уроке, да, на этом курсе, он солнечный. Это пионы, освещенные солнцем. Есть одна особенность в живописи натюрморта. Когда ставите постановку из каких-то простых вещей, обычно кладут тряпки, шматье, тряпье, какие-то разные ткани. Можно. Почему ж нельзя? Но разве вы видели тряпки у Коровина? Или, я не знаю, у Серова? Среда есть. Некая среда, пространство. Мы всегда пишем пространство. Это прямо на первом уроке, вот на вебинаре, если вы еще не видели. Обратите внимание, что при компоновке сразу организуется пространство. Что там за этими предметами? Есть что-то? Нет ничего. Сколько этих предметов? Дышит ли пространство холста, или я не знаю, или все это забито какими-то. Вот не надо много всего пытаться уместить в одну рюмку. Не надо много тостов. Один достаточно. За живопись. И, кстати, тот же Коровин говорил замечательную фразу, мне она очень нравится. Он говорил так: пишите, даже если у вас нет денег. Потому что тот восторг, то счастье, которое вы испытываете, когда пишете, не сравнится ни с какими деньгами. Вы представляете? Ну и дальше. Если вы улавливаете сочетание цветов, которые предлагаются вот в этом курсе, в этом натюрморте, вы же потом сможете написать, я не знаю, пейзаж более легко, потому что вы же уже наблатыкались, вы улавливаете тончайшие связи, тончайшую разницу между там этим и этим и так далее. Вы можете закомпоновать без труда любой мотив и на любом формате. Второе задание в этом курсе посвящено гризайли. Ну, черной, белой краской, и вы в тоне разбираетесь, как что к чему относится. Казалось бы, сложнейшая задача, уверяю вас. И как только вы разобрались с этими предметами, с тенями, с падающими, собственными и так далее, со светом на разных предметах, только тогда вы приступаете к основной работе, и она уже идет как по маслу. Маслом, кстати, будете писать. И потом еще 2 задания на творческие решения. Это очень интересно, потому что тут уже вы прописали основную работу после гризали, в тоне разобрались, в цвете разобрались, и тут начинается самое интересное, потому что вы можете быть не привязаны буквально к цветам, которые вы видите. Вы начинаете на базе тональных связей сочинять. Но не просто это будет, я не знаю, дилетантщина, это уже будет сочинение профессионала, который разобрался в тональных отношениях. И это будет совершенно другое качество живописи. В описании к этому ролику я оставлю ссылку на этот минувший вебинар. Заходите, смотрите, принимайте решения. Самый еще важный момент, что есть возможность обратной связи. То есть вы делаете задание, присылаете мне на разбор. У нас есть закрытый чат для общения, любые вопросы задавайте, но по искусству. И мы будем все это не только обсуждать, но вы будете видеть работы своих коллег. И это мощное групповое такое движение к мастерству. Принимайте решение, ссылка будет под видео, а завтра приезжайте на мою персональную выставку в Нижний Новгород.